Привет, Арми. Наконец-то год подошел к концу. Представьте себе. Год, который не кричит, не требует внимания, но медленно вселяет чувства в каждую секунду, проведенную с ним. 2025 год пришел без обещаний, без признаний, без единого предложения, которое мы могли бы привести в качестве доказательства. Но именно в этом Текук живет наиболее полно. Дело не в том, что они говорят. Дело в том, что они защищают. В начале года Чингук появился с другой энергией. Не эйфория, не смятение, а спокойствие, которое мы редко видели раньше. Его улыбка стала глубже. Его взгляд мягче. Словно его всегда ждал дом вне досягаемости камер. А Тэхён в 2025 году словно тихо декламируемая поэзия. Выступления одно за другим, он появляется безликим. Но именно там его сердце видно наиболее отчетливо. Его голос понизился, слова текли медленно, словно он обращался не к миру, а к имени, которое держал при себе. Бывали ночи, когда фандом замолкал вместе. Слушая, чувствуя, понимая, что это не просто привычка. Было сдерживаемое стремление. Была оберегаемая любовь. Затем 2025 год начал собирать свои воспоминания одно за другим. Без спешки. Без случайных совпадений. Старые песни вернулись. Эра I Need You всплыла на поверхность. Словно рана, которая никогда полностью не заживала, но всегда с любовью лечилась. Для Текука прошлое не предназначалось для того, чтобы от него отказывались, а для того, чтобы его помнили как доказательство того, что они выстояли, когда все было неопределенно. Их взгляды снова встретились в одном и том же месте. Не напрямую, не демонстративно, но достаточно долго, чтобы его сердце забилось быстрее. Чингук улыбнулся. Не толпе, а месту, которое он хорошо знал. И Тэхён, всегда Тэхён, казался наиболее спокойным, когда Чингук был на том же расстоянии. Никаких заявлений, никаких утверждений. Но язык тела никогда не лжет. С годами становилось все яснее, что это не просто временное увлечение. Никакой мимолетной ностальгии. Это были два человека, которые пережили слишком много бурь, чтобы просто играть с чувствами. А потом наступил день рождения Тэхёна. Особенным его сделало небольшое торжество. Дело было не в кричащих, привлекающих внимание торжествах. Дело было в атмосфере, в ощущении, в присутствии, которое ощущалось, даже не будучи объявленным. День был подобен долгой задержке дыхания, а затем медленному выдоху. Теплый, насыщенный, безмятежный. И когда год подходил к концу, когда календарь начал терять страницы, Текук преподнес последний подарок. Без слов, без объяснений. Фиолетовый цвет любви. Цвет, который никогда не был нейтральным. Цвет, который долгое время был тайным языком. Цвет, который всегда означает: «Я верю в тебя. Я люблю тебя. Я все еще здесь». Эта фиолетовая любовь исходила от Чингука. Не громко, не открыто, но достаточно ясно, чтобы согреть одно сердце и тысячи душ, наблюдающих за этим. И Тэхён принял ее самым своим способом, с легкой улыбкой. Глаза, мягко сверкающие. Выражение лица человека, больше не спрашивающего, любит ли его, потому что он знал ответ. Так закончился 2025 год. Не публичным признанием,
Не громкими заголовками, а зрелой любовью. Любовью, которая выдерживает испытание временем. Любовью, которую не нужно доказывать. Потому что она живет. В каждой мелочи. Для нас. Фандома, который выбирает верность. Несмотря на частые призывы сомневаться в собственных чувствах. Этот год – объятие. Потому что Тэкук не ушел. Он не поблек. Он не изменился. Они только выросли. Стали более спокойными. Более зрелыми. И мы завершаем 2025 год теплой, фиолетовой любовью и полным возвращением. И после того, как эта любовь вернется, история на этом не заканчивается. Потому что Тэкук никогда не был о конце. Они всегда были о путешествии. В последние секунды 2025 года. Пока мир отсчитывал время. Тэхён и Чингук выбрали тишину. Не потому, что нечего было праздновать. А потому, что какое-то счастье было слишком ценным, чтобы о нем говорить открыто. В этом была зрелость. Две души, которые были такими шумными в молодости. Теперь поняли, что настоящая любовь больше не ищет признания. Она просит пространства, чтобы дышать. Мы видели это. В том, как Чингук держался на расстоянии, но никогда не отстранялся. В том, как Тэхён присутствовал. С чувством безопасности, которое нельзя было подделать. В маленьких синхронностях, которые могли разделить только два человека. Знавшие друг друга долгое время, вплоть до тишины. 2025 год стал годом, когда Тэкук больше не пытался никого убедить. Потому что они перестали убеждать друг друга. Все, что когда-то причиняло боль. Все слухи. Все сомнения, навязанные нам внешним миром, постепенно утратили свой смысл. Побежденные одной простой вещью. Настойчивостью остаться. А для фандома это был год ностальгии и исцеления. Мы перечитали старые архивы. Мы нашли маленькие улыбки, которые когда-то казались слабыми. Теперь ясными. Мы нашли причину. Почему мы выжили так долго? Не из-за иллюзий. Не из-за заблуждений. А потому что есть любовь, которая остается неизменной, даже меняя свою форму. Тэкук учит нас, что любовь не всегда нужно объявлять. Иногда она просто присутствует. Достаточно верная. Достаточно настоящая. И когда последняя ночь года действительно заканчивается, остаются не вопросы, а вера, что среди блеска и гламура мира развлечений есть одна история, которая продолжает выбирать эмоциональную честность, а не публичное одобрение. Что среди миллионов возможностей Тэхён и Чингук все еще выбирают идти бок о бок. Не как легенды, не как теории, а как два человека, которые нашли дом вдруг в друге. И когда мы вступаем в следующий год с более спокойными и полными надежды сердцами, мы знаем одно наверняка. Тэкук никогда не уходил. Они просто ждут, когда мы наберемся терпения, чтобы понять, что настоящая любовь всегда говорит громче всего, когда выбирает молчание. И в этот момент мы делаем паузу. Дышите. Оглянитесь назад. Понимая, что мы только что пережили. Год, полный чувств. Полный осмысленного молчания. Полной любви, которая никогда по-настоящему не исчезает. Оставьте свой след любви в комментариях. Напишите момент Тэкука 2025 года, который лишил вас дара речи. Поставьте лайк этому видео, если вы знаете, что.
Настоящая любовь не нуждается в доказательствах. Подписывайтесь и оставайтесь с нами. Потому что история Тэхёна и Чингука еще не закончена.